В небе показались первые лучи света, вот там на востоке, за горой. Звезда перед самым утром всегда такая изумительно яркая в ту последнюю минуту, перед тем, как исчезнуть, не правда ли? Ладно, я лучше начну рассказ с местоположения нашего города. Здесь главная улица. Там сзади железнодорожная станция. Перешагнул через рельсы, и ты в польском городке. Вот там прихожанная церковь, а баптистская внизу у реки. Can we start all over again? В небе показались первые лучи света, вот там на востоке, за горой. Звезда перед самым утром всегда такая изумительно яркая в ту последнюю минуту, перед тем, как исчезнуть, не правда ли? Ладно, я лучше начну рассказ с местоположения нашего города. Здесь главная улица. Там сзади железнодорожная станция. Перешагнул через рельсы, и ты в польском городке. Вот там прихожанная церковь, а баптистская внизу, у реки. Католическая еще дальше, в стороне от станции. Здесь же городской совет и почта расположились в одном здании, оставив подвал для тюрьмы. Отсюда начинается целая гряда магазинов, начиная с продовольственного, кончая аптекой. Почти все жители города ухитряются заглянуть в оба магазина как минимум раз в день. А там подготовительная школа. Сама же, как таковая, школа, и того дальше. В 8:45, в 12 дня и в 3 часа шум и гам с обоих школьных дворов. Аж в городском совете слышен. Вот и дом, где доктор живет. Отсюда вход со двора. Тут же пейзаж открывается, но это для тех, кто не представляет, как это можно жить без пейзажей. Город как город, не правда ли? О, чуть не забыл. О Мишке. Об этом удивительно одаренном пареньке из нашей школы. Самый лучший был в классе. Медаль получил по окончании. Все шло как по маслу. Должен был стать толковым инженером, так война помешала. Погиб парень на фронте, во Франции. И никакие образования не помогли. Уж извините, что я это вам рассказываю. Так ведь один раз в жизни представляется возможность такая. Страну повидать, где никто на твоем родном языке не говорит, да и не хочет говорить. По-моему, город как город. Люди поприличнее, чем во многих других городах, правда, пожалуй, менее смышленые. Думаете, никто не имеет представления о социальной справедливости и неравенстве? Такое впечатление, что все только в основном обсуждают, кто был богатый, а кто бедный. А вы знаете, что в Вавилоне проживало 2 миллиона человек? Так что мы о них знаем. Так что мы о них знаем, это имена правителей до копий счетов. Ах да, и контракты по продаже рабов. А ведь каждый вечер по возвращении глав семей с работы все эти люди усаживались, каждый за свой семейный стол, ужинать. И дым повалил из трубы, ну прямо как у нас. О Греции и Риме все, что мы знаем о жизни тех времен, это то, что мы в состоянии собрать по кусочкам из шутливых поэм и комедий, которые тогда ставились для театра. Так и я. Спрячу копии этой пьесы, прикрою камнем потяжелее. Люди через 1000 лет узнают о простой нашей жизни больше, чем о Версальском договоре или о полете братьев Райта. Видите, как просто. Вот так мы жили в провинции, так мы становились взрослыми, женились, жили и умирали. Знаете, о чем я думаю? Сдается мне, что Луна приближается к нам, и в конце концов произойдет столкновение. Вы же ничего не знаете. Если Луна действительно приблизится, ребята, те, что сидят всю ночь в телескопах, увидят это первыми, и все нам расскажут. Да и в газетах напишут. Прошло 3 года. Солнце восходило и закатывалось больше, чем 1000 раз за это время. Дети тогда еще и не родившиеся уже говорят целыми предложениями. А те из взрослых, кто думал, что им все еще гора не помеха, уже замечают, что не могут влететь по ступенькам вверх, как когда-то, без особого труда. Вот так все может измениться в какие-то 1000 дней. Мария, знаешь, чего я больше... Маша, знаешь, чего я больше всего боялся, когда мы поженились? Что разговаривать нам станет не о чем через какое-то время.
Боялся, что нечего нам будет сказать друг другу, и будем мы молча садиться за стол и молча кушать. Это точно. Да, ты да я вот уже 20 лет, как общаемся без видимых препятствий. Я всегда найду, что сказать. Удивительно. А ведь в целом все здесь осталось почти без изменений. Конечно, жизнь здесь как-то поспокойнее стала. Только люди по-прежнему теряют своих близких и родных, с ужасом и горем приносят их тела на самую вершину холма. Мне же вам рассказывать не надо, мы все знаем об этом. И потом время, солнечные дождливые дни, снег. Конечно, все мы рады, что они в таком красивом месте. А когда наше время придет, и мы окажемся здесь же. Да, есть какие-то вещи, о которых мы все знаем, но не говорим. И не всматриваемся повнимательнее. Конечно, всем нам известно, что что-то бесконечно. И это что-то не дома, и не имена, не земля, и даже не звезды. Все знают, что это бесконечное, остается в останках умерших и в какой-то мере имеет отношение к живым. Все известные нам знаменитости говорили об этом на протяжении 5000 лет. Тем не менее, удивительно, как быстро люди об этом забывают. А ведь это бесконечное сидит в глубине души у каждого из нас. Да вы и сами знаете. Мертвым очень быстро становится безразлично, как мы здесь живем. Постепенно, потихоньку, они теряют связь с землей, со своими мечтами, с радостями жизни, страданиями и с теми, кого любили. Они как бы разъединяются с землей. Да так прям и уходят куда-то. А я вот не могу. Так не может продолжаться. Все это уж очень быстро. У нас нет времени остановиться и осмотреться. Я этого не понимал раньше. Вот так все это время вокруг нас, а мы никогда внимания не обращали. Лучше похоронить меня снова на вершине холма. Постойте, дайте еще раз глянуть. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь осознал значение жизни, пока живой был? Каждую минуту, что провел на земле. Может быть, святые да поэты, и то только частично. Да, теперь ты знаешь, вот что значит жизнь. Вращаться в кругу невежества. Так бездарно растратить время, как будто у тебя миллион лет впереди. Всю жизнь зависеть от той или иной эгоистической страсти. Теперь тебе ясно, это что-то называлось счастьем, то, к чему мы хотели бы вернуться. Невежество и слепота. Звезды, как обычно, перекрещиваясь, играются в небе. Ученые пока что так и не пришли к единому мнению. А ведь многие полагают, что во Вселенной больше ни одной живой души не существует. Только пыль или огонь. Только эта одна постепенно искажается все время, чтобы превратиться во что-то еще. Напряжение настолько сильно, что после каждых 16 часов мы все отправляемся на покой. Wow.